Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Добро пожаловать. Меня зовут Сергей. Я вещаю на данный момент с мобильного офиса. А я еду на дачу. На даче тоже что-нибудь подпишу вам, запишу. Ну, времечко есть, решил по дороге записать. Так как ролик короткий, в принципе, все здесь в голове укладывается. Вся музыка, которую я делаю, это делаю я сам с помощью ИИ. QR-код. Можете перейти. Отдельный канал также у меня имеется. Может вам что-нибудь понравится. Добро пожаловать. Также я являюсь автором и этого канала. Это мой влоговый канал. Маленький каналчик. Про дачу, про путешествия. Про то, про все, в общем, снимаю. Может что-нибудь вам понравится. Также QR-код, который видите сейчас, это телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube канала. Чтобы вы могли поделиться своими мыслями, ссылками, роликами, кроликами, ну и просто пообщаться с народом. Довольно адекватные люди. Добро пожаловать. Также все ссылки вы найдете в описании под каждым роликом. Ну а теперь мы перейдем к нашим роликам-кроликам. Нашел я Миколу одного свободного. Ну, любят свободу. Прыгали за свободу. Но он возмущается, как это так, россияне катаются до сих пор по всему миру. А они прыгали, без виз заработали, и они не могут никуда выехать. Вот как это так вообще? Можете? Вы мне тоже можете объяснить, как это так вообще, да? Свободные люди не могут свободно путешествовать. А якобы Россия в изоляции путешествует по всему миру. Ну как это так? Они не могут это понять. Не входит им это в голову никак. Но перед этим я включу один маленький, коротенький ролик. Дамочка одна нашла, ну, гости, это все гости, нашла за границей, то вроде в Германии даже это. Понимаете, они начали гадить уже. Не то, что я показывал где-то ролик каком-то, они в Англии, что ли, там все расписали. Так теперь они стали расписывать в Германии даже общественные туалеты уже, да. В общем, гадит по полной. Слушаем. В Германии на гаражах не остановились, решили еще общественные туалеты расписать. Что это за акция такая? Я в шоке. Я тоже в шоке. Своего говна не хватало. Приплыли. То с кукурузой, да. У меня кукуруза. Я сегодня про ролик про кукурузу тоже, кстати, сниму. Но я не знаю, когда он выйдет. Ну, я снял уже один, я продолжение сделаю про комментарии. Там вообще бомба. Там бомба. Кукуруза, это отдельная тема, конечно, кукуруза. Да, ладно, давайте перейдем к главному ролику теперь. Как Микола возмущается, будет мат. Ну, я захрюкаю, конечно, его. Поработать придется. Ну, ничего страшного. Давайте послушаем возмущение Миколки. Какого хрена русские до сих пор продолжают путешествовать по всему миру? Нам же сказали, что у них там санкции, что у них там 85 тысяч санкций. Ну, мало ли что сказали. Он в предыдущем ролике на туалете много что написано. Как подошло, кстати, да? Хорошо подошло, как на заборе напишут, на туалете написали, да? Ну, говорить можно много, а вот делать, да, обещать жениться, значит, не жениться. Не обязательно жениться. Так что, ребятки, слушаем Миколку дальше. Что они в изоляции, что у них импортозамещение, что они там пиздец, как им хреново там живется. Как так получается? Что вот, допустим, в Шарме едет себе спокойненько Аэрофлот, набитый русскими семьями, с детьми, с женами. Спокойненько они себе отдыхают, для них войны нет, все классно, все прекрасно. Рядом стоит, прекрасно себе стоит белорусский Белавия с белорусским флагом. Одни чуваки развязали войну, спокойненько себе ездят отдыхать в Египет, в Турцию, в Таиланд могут, во Вьетнам, в Камбоджу, куда хочешь, в Грузию, куда хочешь могут ехать. Другие подельники, те, кто развязали войну, белорусы, также спокойненько себе летают отдыхать. Одни мы, долбоебы, сидим, нас закрыли в банке, мы сидим, не вылезти куда не можем. Ну, хоть кто-то правду сказал. Не выехать, мужчины, я имею в виду за мужчин. Так уже и женщин, будет ролик и про женщин. И как-то это
тупо, как-то это несправедливо, как-то это обидно, знаете, и больно на такое смотреть. Нам рассказывают, что там в России и вообще там по телевизору говорят, что вообще там эти Ванечки скоро все помрут, и они там все бомжуют, и вообще так как хреново у них живется, а у нас как классно поднимается там зарплата и все остальное, но получается совершенно наоборот. И это как-то несправедливо. Так мало того, что они могут летать на курорты, так они еще в Европу могут летать. Ну, не прямиком, конечно, изоляция, а просто делаешь ход конем, бах, выезжаешь через Кишинев или через Ереван, и потом залетаешь себе спокойненько в Европу. Так просто толпы русских летают. Там, говорят, проблемы с визами у них сейчас стали, ну, не знаю, проблемы не проблемы, но толпами они так летают. А чего он так возмущается? Ну, ты лети. В чем проблема? Если ты не можешь лететь, значит, другие не должны летать. Вот она вся изоляция, да? Это на словах все только. На словах свобода, на словах без виз, который 30 евро стоил, спокойно раньше ездили. А теперь что? Прыгали, скакали, заработали без виз и не можем выехать? Ну да, давайте послушаем Миколочку. Тоже пиздец как-то странно получается. А у нас границы закрыты. Их хрен его знает, когда их откроют. Через год, через два. А вы думаете, что если закончится война там какими-то переговорами или вообще хоть как-то закончится война, то у нас откроют границы? Хрен там, не откроют нам границы. Потому что если откроют границы, то все мужики сразу фух, и никого не останется. Так что я не знаю, когда в следующий раз наши мужчины побывают в Египте или в Турции или еще где-то. Да и вообще, когда они смогут жить нормальной, полноценной жизнью, не боясь выйти на улицу, высунуть нос, и чтобы их не загребли и не кинули за шкибары в окоп. Так, подожди, стоп. За что скакали? За безвиз? За свободу? Ну вот свобода и безвиз. Наступила, настала. В чем проблема-то теперь? Прыгали, скакали, хотели, получили. А теперь что-то не вяжется. И опять виноваты русские. Ну да, конечно. Да, кукурузу даже. Мне столько комментариев залетело. Я не могу про кукурузу. И, ладно, в следующем ролике не буду спойлеровать вам. И, как мне кажется, давайте уже прекратим называть нашу страну свободной и демократической. Это уже смешно. Это реально уже смешно. Как же мы можем называть свободной и демократической страной там, где ты не чувствуешь себя свободным? Где ты не можешь выехать, делать то, что ты хочешь, и все время боишься, что тебе заставят делать то, что ты не хочешь. То есть идти на фронт, то есть умирать. А то у нас на каждом углу кричат, что мы такие свободные, но на самом деле это не так. Так что мне кажется, пора это уже признать и принять. А не кричать, дурачки, мы вильни, мы вильни, мы вильни, мы вильни. Это уже смахивает на какое-то сумасшествие. Да, смахивает на сумасшествие. Это не смахивает, оно так и есть. Оно так и есть. Обычно орут те, в большинстве, те, кто находится за границей. Те, кто подальше свалили временно гости. Вот они орут. Им надо границы 91-го. Одна тут была, зарядила границы 93-го, подавайте ей. Но это люди уже географию, которую не учат. 5 дипломов зато имеют. И такие длинные ногти такие. Потому что не может ручку писать, взять в руки. Это пипец какой-то. Я столько роликов пересмотрел, вы не представляете, да? Пока я ехал в Швецию тоже, столько наснимал, столько их наслушался. Это ужас какой-то, это ужас. Сколько в головах может быть холодца. Охренеть. И кукурузы. Кукуруза, опять кукуруза. И кукурузы. Да, ребятки, напишите свое мнение, насколько он прав или не прав по поводу свободы. Ну, вы, господа россияне, также можете написать, насколько вы свободны, сможете свободно передвигаться по границам. Я, например, знаю, многих людей знаю, которые свободно передвигаются, да. Франция, Италия, Испания, Америка. Все прекрасно, имеют свою недвижимость, также прекрасно живут, и все хорошо. Я не буду называть имена, фамилии, это не надо, не обязательно. Но люди довольно свободно передвигаются. Как он сказал, да, третьими путями, но все это нормально функционирует. Да, немножко приносит это, ну, как сказать это правильно, трудности, то, что с перелетами, да, не можешь Приморье взять, а Турция, еще куда-нибудь летишь. Ну, это все функционирует. Но мне хотелось бы от вас узнать, мои дорогие зрители и подписчики. Пишите комментарии, будьте добрыми. Оппонентов не ругайте, не материтесь. Уважайте оппонентов. Это самое главное. Желайте людям добра. Мира. Желайте всем мира. Правда, пускай настанет мир. Я хочу очень сильно мира, чтобы все поехали домой и жили у себя дома. Миру мир. Как Ленин завещал? Вот да, мир в общем. Всем мира и добра, ребятки. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца.
Не забываем подписаться на каналчик, активировать клин-клин колокольчик, чтобы не пропустить завтрашний интересный ролик. Тоже что-то будет. Может, про кукурузу. Да. Всем добра, удачи! Мы за свободою скакали, плакаты в небо поднимали. $30 жалко, брат, зато свобода просто клад. Мы так скакали, так старались, что сами даже не признались, куда бежали, где наш след. А оказалось, счастья нет. Какая же зрада, какая зрада. Скакали за счастьем, приехали сзади. Скакали, скакали, кричали вперед, а вышло, что все наоборот. Скакали, скакали, свободу искали. $30 на визу, жалели, считали. Теперь оглянулись, и вот результат. Скакали, скакали, просрали весь клад. Эй! Кричали громко, будет классно, нас ждет Европа, все прекрасно. Мечтали море, солнце, пляж, а получилось новый стаж. Кто был закрыт, тот путешествует, кто был свободен, тот тоскует. И вот вопрос стоит стеной: а где же праздник наш большой? Какая же зрада, какая зрада. Скакали за счастьем, приехали сзади. Скакали, скакали, кричали вперед, а вышло, что все наоборот. Скакали, скакали, свободу искали. $30 на визу, жалели, считали. Теперь оглянулись, и вот результат. Скакали, скакали, просрали весь клад. Ой, мама, мама, что же случилось? Куда наша вольная доля скатилась? Мы думали, рай уже близко совсем, а рай оказался закрыт насовсем. Какая же зрада, какая зрада. Скакали туда, а вернулись обратно. Скакали за счастьем, скакали за светом, а где наше счастье?